Рад приветствовать всех, друзья! Вы на канале Таро с Алехандро. И сегодняшнее онлайн-гадание на картах Таро для мужчин и для женщин мы посвятим теме, как высшие силы видят вашу ситуацию. Настраивайтесь на поток. Это будет общий расклад Таро ченнелинг, где через легкий регрессивный гипноз вы сможете рассмотреть свою ситуацию с разных сторон. Может быть, узнать что-то новое о себе, может быть, посмотреть на ситуацию под другим углом, под другой точкой зрения и получить необходимые советы по ситуации, может быть, инсайты, подсказки высших сил, а также прогноз на ситуацию. Может быть, где-то вы услышите, как оно может быть и как лучше поступить, чтобы оно так не было, или наоборот, чтобы оно так случилось. Не забывайте, что это общий расклад, резонировать он может не со всеми, но я рекомендую просто отпустить ситуацию, отпустить поток, и все будет хорошо. Итак, смотрите, что происходит сейчас. Освобождение. Освобождение, облегчение, и как бы вам тяжело не было, если вдруг вам очень тяжело, да, то вот это вот называется катарсис, да. То есть вы свободны, вы высвобождаетесь. Но может быть вы человек такой легкий, как бабочка, да, и вы, возможно, любите танцевать, возможно, вы порхаете как бабочка, да, возможно, вы легки как бабочка, но ваша душа или легка, или стремится к какому-то полету, к освобождению, к легкости, да, вот к какому-то перерождению, возрождению. Вообще, вот этот вот аркан, он, если взять классическое Таро, да, то он 14-й, да, здесь. А здесь 48, как бы 12 высвобождения от какой-то зависимости. То есть, по сути, вы человек или независимый, или стремитесь к какой-то независимости от чего-то. Но, как минимум, вам бы, чтобы полегчало, было бы неплохо, да. Ну, а если вам внезапно вот сильно плохо сейчас, то вот это вот и идет сам процесс катарсиса, да, очищения болью, страданием и, возможно, перерождение. Но смотрите, высшие силы видят это, вот эту ситуацию первой картой как освобождение все-таки, да, или облегчение. Дальше. Вы очень скоро откроете какую-то скрытую информацию. То есть вам пойдет поток. Может быть, он пойдет после этого потока информации. А может быть, вам откроется вот благодаря тому, что вы скинете зажим энергетический, да, вот здесь вот энергетика поля человека, она расслабляется, ее становится достаточно для того, чтобы энергетический кокон человека чувствовал себя гармонично, да, и вы очень скоро получите или нуждаетесь в информации, или будете эту информацию получать. Это вот в простой жизни это могут быть документы, знания, обучение какое-то, да. Но может быть вам пойдут потоки, инсайты, или вам нужен совет высших сил, чтобы вам стало легче, видите. И это скрытая информация, она действительно пока вам недоступна по какой-то причине, но со временем она даст вам о себе знать. То есть вам будет знак после облегчения. Слышите, да? То есть или вы нуждаетесь в каком-то знаке, чтобы вам стало легче, или вам нужно, чтобы кто-то что-то сказал, чтобы вам полегчало. Может быть, например, такая ситуация, вы хотите, чтобы вам кто-то написал, позвонил, да, вот такое вот. Ну и вы очень хотите что-то знать для того, чтобы вам стало легче. Хотя еще можно вас, так сказать, назвать таким человеком, который стремится к скрытым знаниям, да. Ну и это будет говорить о том, что энергия вашего либидо достаточно такое в тонусе, да. Следующее здесь вы человек глубокий, во-первых, да, вы любите порассуждать, поразмышлять, погрузиться где-то в глубину
Но суть ситуации, скрытая информация еще глубже. Здесь молчание и медитация, да, но это всегда это что-то глубинное, да. То есть, знаете, у меня такое ощущение, как будто бы вы нуждаетесь в каком-то скрытом знании, которое идет изнутри вас. Я вам так скажу, что, честно сказать, что если у вас вот есть какое-то чувство, пятое, шестое, любое, да, по счету, то оно вас не подводит. Вы человек с хорошей интуицией, с развитой интуицией, интуит. Может быть, вы даже где-то можете читать какие-то знаки, может быть, вы продвинутый там таролог, да, или там еще какой-то энергет, да, космоэнергет, например, да, ну, как вариант, или психолог продвинутый, который использует какие-то вот свои там наработки, да, еще техники энергетические. Но суть вашего вопроса или суть вашей ситуации в глубине. И то есть эту суть вам еще можно развивать и изучать достаточно долго. Но она может находиться еще не только снаружи, да, вашего мира, но и внутри вас. То есть дело не только снаружи, но дело и внутри вас. То есть очень много зависит от того, как вы к этой ситуации относитесь. Ну и здесь такое вот идет медитация, молчание. В принципе, вы человек общительный, но многословным вас не назовешь. Ну вот почему-то у меня такой поток. А вы напишите, вы общительный и немногословный, или общительный и прям многословный очень, да, такое бывает. Общительный, но немногословный. Да? Далее я вам так скажу, что очень скоро, или вы надеетесь, что очень скоро придут вот эти времена, лучшие времена, да, вот что-то изменится в лучшую сторону, и что очень скоро начнет меняться ваша судьба, и вы окажетесь вот в нужном месте в нужное время. Очень классная карта выпадает на ситуацию, как бы вообще на вас. Это мы смотрим вообще фабулу ситуации, да, и фабулу вас. Вы человек успешный в перспективе, но ваш успех зависит от глубины вашего молчания, от того, как вы идете в глубину себя. Окей? И здесь вот важно сейчас, почему-то у меня идет поток, вам, чтобы получить нужную информацию, которая вам облегчит жизнь, вам желательно промолчать. Слышите, да? То есть правильная информация, это в молчании придет вам. И правильно, вот знаете, приходит ваше слово серебро, а молчание золото. Слышите? Ваше слово серебро, а молчание золото. Услышьте это. Поэтому может быть такое, что лучше бы вы промолчали, и тогда было бы лучше, да, вот недавно. Но сейчас лучше промолчать. Услышьте это, да. Ну и вот это вы общительный, но немногословный, это к тому, что лучше промолчать. Услышьте. Если вы промолчите пока что, молчание знак согласия, кстати, ну тогда хуже не будет пока что. Вот видите, как рождается поток, да? Перерождается поток. Окей, давайте смотреть дальше. Ну и вы идете к успеху. Это будущее уже, да, вот это у нас две карты прошлого, это ситуация, она глубокая, то есть вы даже где-то немножко подзастряли, где-то в глубине, но ничего, посмотрим. Ну и последняя карта здесь, судьба вам готовит серьезное испытание, идеальный шторм, гляньте, да, интересно. И у вас отличная возможность, ну или уникальная возможность, или персональная возможность начать новую жизнь. Или возобновить жизнь. Или перезагрузить ситуацию. Или ее трансформировать, трансмутировать, но через идеальный шторм. Что такое идеальный шторм? Это
выход за грань некого, ну давайте так скажем, зоны комфорта, да, то есть вы как минимум, вам нужно будет попасть в конфликт какой-то, скандал, какую-нибудь неприятность, да, и вам придется прилагать усилия, бороться, управлять, ну, быть в каких-то таких нестандартных ситуациях, да, где судьба будет вас испытывать. То есть вы идете в серьезное испытание. Ну, идеальный шторм это идеальный шторм. Кто смотрел фильм, посмотрите, да, ну и сам фильм интересный, и вообще само понятие, да, когда будет испытано на прочность все, да, и ваше внутреннее, и ваше внешнее, окей? Ну, может быть, вы такой человек, который предчувствует, легко предчувствует в глубине души своей, что судьба готовит испытания. Может быть, вам, может быть, вашему окружению, вашим детям, родным, близким, мужьям, женам, ну и так далее. Этот ворон всегда знак о приближающейся буре, которая меняет судьбу кардинальным образом. Окей. Давайте еще посмотрим одну карту, как видит дух вашу ситуацию. У вас появляется уникальная возможность сесть в последний поезд, вытянуть последний счастливый билетик. Игольное ушко — это возможность, ну давайте так скажем, предвидеть что-то, предусмотреть что-то и вовремя что-то исполнить. Вот эта ситуация, слышите, да? Духи видят это. И причем это сделать вы можете легко, руководствуясь глубинными знаниями, чувствами. Да вы еще и счастливчиком окажетесь, да, то есть вам воспользоваться нужно шансом таким. Легко это сделать не будет, однозначно не будет, но для того, наверное, и придумали высшие силы идеальный шторм и уникальные возможности. Да. Вы можете оказаться все-таки в нужное время, в нужном месте, успеть, не опоздать. И фраза вот эта «лучше опоздать, чем не успеть» не подходит вам. Вам нельзя не успеть, не опоздать. Духи говорят: проскакивай в игольное ушко, пользуйся моментом, пользуйся случаем. Мы сюда сказки духов положим. Сегодня у нас день таких глубоких очень раскладов, оракулов, да, и инструментов. Давайте посмотрим, что может или кто может или как может вам помочь получить вот это облегчение и высвобождение, да. Вот что может вас отвязать от чего-то, да, снять с вас какие-то обязательства, долги, чувство вины, тяжесть на сердце, что может придать вам крылья, да. Пам'ятаєте таку рекламу Red Bull надає крила? Чули, може? Чи якщо чули, напишіть, будь ласка, мені в коментарі, це ваша улюблена реклама чи ні. А вот здесь мы посмотрим, вот что именно может вам помочь, да? Облегчить ситуацию. Вы знаете, есть такое понятие, как священная гора. Да? Есть какая-то высота, идеал. Вообще это карта башни, да, вот в классическом Таро, да. Вот если это умеренность где-то такое, да, то вот это башня, да, это умеренность с повешенным где-то сочетается, а вот это башня. Так вот, смотрите, она перевернута. Ну, во-первых, что вам может облегчить ситуацию? Во-первых, отвернитесь от принципов. Есть какие-то правила, которые можно и нужно нарушить. Это раз. Есть такое понятие ничего святого. Да? А вот если к вам это применить, вас это может задевать. Ничего святого. Вот у вас ничего святого быть не должно сейчас. Да, такое
святость какая-то, она должна уйти. Для чего? Пока, не знаю, священная гора перевернута, вы ее пока не достигнете. Это не та ситуация, где нужно идти путем священной горы, да, то есть какие-то обещания хранить, заветы, правила, установки. Нет, тут правил не существует, ничего не свято. Ну, да, это знаете откуда, да, откуда это, из какой песни. Но, тем не менее, также вам не нужно себя отягощать. То есть не нужно усложнять что-то. Нужно пользоваться самым простым способом, идти самым простым путем и не идти туда, где есть очень жесткое сопротивление, очень жесткое или очень жесткое испытание. Вам судьба даст ровно столько испытаний, сколько надо. Не переживайте, они у вас будут. Но все лишние испытания вам сейчас нужно откинуть. То есть, если вы знаете, что будет какая-то серьезная проблема, лучше готовиться к одной серьезной проблеме, чем к 20 сразу. Да? То есть сконцентрироваться на какой-то одной конкретной сложной задаче, сложной цели. Ок, услышали. Ну и что для вас еще это священная гора, вы можете написать, что вы видите, что вас может освободить, глядя на эту карту, когда я ее переворачиваю. Да? Я здесь вижу вообще лицо мужчины. Вот оно, мужское лицо, глаз. Но если вы видите здесь женщину, вот кто увидит здесь женщину, значит вам женщина может принести облегчение. А если вы видите вот здесь лицо мужчины, то напишите, что вы увидели, когда я перевернул священную гору. Окей. И да, священная гора тоже может перевернуться. Имейте в виду, если вам кто-то что-то обещал и не выполнил, то это нужно отпустить. Все, он уже не выполнит, этот человек, если он вам пообещал. Давайте теперь посмотрим, какое секретное знание, какая секретная тайная информация открывается вам. Ну или влияла на вас вот совсем недавно. Но это прошлое все равно. И да, еще я вам скажу так. Если вы где-то не пошли к священной горе вдруг, ну пока это особо на вас и не влияет. Если вы где-то когда-то пропустили вот этот визит на священную гору, ну и фиг с ним. От этого хуже не стало или хуже не будет. Да? Или хуже не будет, хуже некуда, да? Как-то так, есть такая пословица, да? Не пословица. Или поговорка. А какая секретная информация влияла на вас недавно? То ли вы стали свидетелем чего-то, то ли кто-то о вас что-то знает. Все, больше мне здесь ничего не идет. Здесь я вижу женщину, лик женщины, да? Секретная информация касается женщины. Если вы женщина, может быть, это внутри вас находится эта информация. Может быть, вы не пошли на какое-то совещание, на какое-то свидание, не пошли на какое-то, может быть, знаете, какое-то паломничество какое-то, да, вот по каким-то святым местам не пошли. Но это влияло, да, возможно. Но это не настолько повлияло, чтобы вы там себя прям задавили, да. Вам не должно быть от этого тяжело, окей? Но, тем не менее, секретная информация также связана с женщиной. Услышали, да? То есть, если вы смотрите на отношения, то если вы чувствуете, что у кого-то там есть любовница, она может здесь быть, да, свидетель. Ну и если вы вдруг кого-то там застукали, условно говоря, за свиданием, а вам говорят, ты неправильно понял или ты неправильно поняла, то вы все правильно поняли. Окей? Или вам интуиция подсказывает, что там есть кто-то третий, да, ну лишний. Да, он там третий, как не мой свидетель, да, вот получается так. Окей.
Давайте посмотрим, что влияет на ваше глубинное состояние, на ваши чувства, которые еще ниже сердца, которые находятся между сердцем и пупком. Давайте, не буду говорить мочевым пузырем, да? Но пупком, да, там где воля. Угу. Что влияет на ваше глубинное состояние? Туманное зеркало перевернутое, да? Я вам так скажу. Здесь все и так прекрасно понятно. Все предельно ясно, все предельно понятно. Вот туманное зеркало, оно всегда, эта карта, она всегда в прямом положении. Это когда тебе что-то кажется. А вот здесь вот оно уже не кажется. Это даже не нужно доказывать. Потому что то, что тебе кажется, есть, ну, по сути, некой реальностью. То есть, как минимум, своими глубинными состояниями вы влияете на реальность. И то, что вы типа чувствуете, оно вас не обманывает. Это вам не кажется. Вот так вам кажется, а вот так вам не кажется. Поэтому ваше глубинное чувство, вот то, что вы чувствуете, то и есть правда на самом деле. И оно касается того, что я уже всего проговорил, да, вот. То есть это вас неизбежно ведет к тому, что вы предчувствуете. Как распорядится судьба? И вот что даст удачу, или что, к чему ведет удача, да, или нужное время куда вас приводит, да? Как распорядится судьба? Ну, здесь смотрите, путь красоты перевернутый. Вам придется его открывать. Путь красоты. Смотрите, 48 здесь и 48 здесь. Судьба распорядится так, что вы свернете туда, куда надо. Что вы выберете правильный путь. Окажетесь в нужном месте в нужное время. Может быть, это будет не так легко. И вам придется открывать путь красоты, путь истинной красоты, путь искусства, путь внутренней красоты, путь внешней красоты. Вы сделаете правильный выбор. Например, устроитесь на правильную работу, найдете себя в правильном бизнесе, там, в правильной самореализации, найдете себе правильного доктора, нужного доктора, правильного доктора, правильного целителя, там, правильного ветеринара, к примеру, да. Ну, если вдруг у вас там собака заболела, да, или еще кто-то, животное какое-то. Кстати, правильного ветеринара еще попробуй найди. Да? Вот кто согласен со мной, что найти правильного ветеринара — это проблема. Но, тем не менее, вам готовит судьба что-то красивое. Какой-то сюрприз, какой-то подарок. Оно тайное все равно. Вы еще о нем не догадываетесь. И мы не можем просто сказать, что это конкретно. Путь красоты — это что-то красивое и хорошее. Все, это не конкретика, это не конкретная карта. Это просто направление. То есть вы, как будто бы вам откроется вот куда ехать, да? Или там граница откроется, или документ какой-то вам откроется, разрешение, да? Лицензия, там паспорт, да? Там грин-карт. Ну, все, что связано с документами, да? Вот, и вы просто... Смотрите, здесь две стрекозы. Я вот не могу, вот видите, 48. Одна стрекоза и вторая. Видите? Здесь небесная танцовщица, а здесь путь красоты. Но здесь облегчение. То есть, как минимум, вот если взять с точки зрения банальной магии, да, вот такой вот, то вы развяжете какой-то кармический узел, и ваша
Смотрите, видите, я ли мне скату сделал, да? И ваша жизнь облегчится, и вы будете жить как минимум своей судьбой. Своей судьбой. Окей. Идеальный шторм. Да. Что, как будет проходить ваш идеальный шторм? И с чем он может быть связан? Но смотрите, вас ждет испытание недвижимостью, продажей недвижимости, строительством, борьбой за участок какой-то земельный, борьбой за наследство, борьбой за имущество, борьбой за деньги, за работу, за бизнес. Хранитель земли. Что такое хранитель земли? Да? То есть это человек, который контролирует или вообще процесс контроля материи. То есть вам придется побороться за материальное. Окей? Карта прямая, и вы справитесь, и что-то вы получите в свое распоряжение. Как смотрят, ну и вы сможете сохранить то, что вам действительно дорого. Как духи видят вот эту возможность, да, уникальную, окей? Ну, смотрите, как мы ни крутим, да, бубен это ритм всегда. Да, у нас ритм биения. Ну, вы сможете, во-первых, преодолеть, найти свой ритм, найти свою частоту и частоту колебания, да, то есть гармония, свою гармонию, гармонику. И здесь высшие силы говорят, у тебя есть уникальная возможность вот сейчас в этой ситуации настроить дальнейший ритм, режим. И это духи с вами общаются. А бубен, он настраивает на общение с духами. Он вызывает духов и привлекает духов. Отталкивает духов, да, иногда ненужных. Но здесь духи говорят о возможности, а бубен говорит о поддержке духов просто. То есть духи тебе будут помогать в этом. То есть сила рода, или сила земли, или сила твоей мечты, или сила твоей глубинного ясновидения, или сила твоего немого свидетельства, или даже сила попрания принципов некоторых. Да, вот так. Как минимум у тебя есть возможность пообщаться с своим глубинным и с духами появится, да. И это даст тебе возможность проскочить через игольное ушко. Да? Окей. Теперь давайте перейдем с вами и посмотрим на ситуацию с третьей точки зрения и услышим советы, подсказки высших сил на будущее. Какая тяжесть очень скоро, какой груз вы отпустите и какой камень свалится с вашего сердца. Ну, видите, помните, я говорил о регулировании, вот оно выпало. Любая проблема, которая вас сейчас гложет, гнетет, она будет урегулирована. Ангел-хранитель, ангел искусства. Внутреннее искусство. Но как минимум вы можете разобраться в своей душе и в родственных душах. Это урегулирование, и я спросил или задал вопрос, какая тяжесть свалится с вас? Это светлый ангел все равно почему-то у меня здесь. Поэтому я так скажу, вас перестанет беспокоить темный ангел или бес. Ангел-хранитель поможет вам преодолеть ваши препятствия гораздо легче, нежели вам кажется.
Если сейчас вас, как Прометея, в печень бьет этот ворон, то светлый ангел очень скоро отгонит этого ворона подальше, и вы начнете свое новое испытание с помощью ангела-хранителя. Но помните, когда вы будете проходить через самые опасные места, не забудьте благодарить ангела-хранителя за то, что он несет вас на руках. Далее. Чему очень скоро вы станете немым свидетелем? Какая информация может открыться вам, в связи с чем, в связи с кем? Это тайная информация, немым свидетелем которой вы станете. Тайная информация. А здесь защита. Защита. Вы будете или кого-то защищать. Может быть, это будет кто-то, какая-то женщина. Может, вы станете немым свидетелем, как какой-то ангел-хранитель вас защитит от женщины, например. Ну, если вы чувствуете, что атакуют темные силы, потому что бубен иногда отгоняет темные силы, видите, у вас есть возможность отогнать эти темные силы, вы станете немым свидетелем, как некая защита защитит либо вас, либо кого-то извне. И, скорее всего, это будет женщина все-таки, нежели мужчина. Хотя это карта мужская, но колода женская. Здесь вообще в этой карте защищается мужчина. Может, какой-то мужчина защитит женщину, может, вас как женщину защитит мужчина, да, прям. И он будет для вас как ангел-хранитель. Ок, ок. Далее давайте смотреть, что в ближайшее время в вашей ситуации явится из глубины вашей души на поверхность. Явится женщина, ну если вы мужчина и мечтаете о женщине, то какое-то прям божье провидение вас приведет к этой женщине. Ну а если вы женщина, то вы явите новые чистые чувства. Именно чистые чувства, и вы этих чувств не будете бояться. Вы сможете даже в любви кому-то признаться, и вы сможете защитить себя от темных потоков, это защита. И то действительно, что вы предчувствуете, смотрите, как эти карты, они все родственные, споридные, да? Родственные. То есть, что станет ясно? Ясным станет истинное чувство или истинное предчувствие. Как минимум, так и сохраняется эта вертикаль. Ну и здесь я вам так скажу, женщина и мужчина сможет настроить свою частоту на гармоничное восприятие себя и внешних миров. Вы сможете с людьми гармонично общаться, перестанете себе каким-то чуждым казаться, можете в себе гармонию частот в реальность воплотить и в материальном мире свои частоты реализовать и миру явить. То есть вы откроетесь миру как чувствующий, видящий, знающий, ведающий, могущий общаться, может быть, с духами, с ангелами, и, возможно, пройдете какой-то обряд посвящения. Окей, очень интересный поток сегодня, и он с этими инструментами всегда готовит. Какой путь красоты откроет судьба и даст вам шанс на это очень скоро. Видите, опять луна, вот она здесь, луна в туманном зеркале и в этом мраке, да? В этом раке, не во мраке, не во мраке, а в этом раке, да? Ну, это тоже рачьи карты. Смотрите, путь красоты интуиции, путь красоты женской энергии. Какая-то женщина примет в себе ведьму и будет ее реализовывать. Также будет отброшен удар и магическая атака.
в этой ситуации. Если на вас нападает кто-то физически, ну, я не знаю, какие там, ну, может, какие-то негодяи, да, или бандиты, да, вы сможете отбиться и скрыться. То есть это путь красоты, красивый путь сокрытия. То есть вы сможете защититься и отбиться одновременно. Ну, выбачаюсь. Здесь отпор, он такой какой-то необычный будет, да, то есть тайный какой-то этот отпор у вас получится. И я вам еще так скажу, что здесь у вас будет возрождаться женская красота, как у женщины. Ну а вот что с мужчиной будет происходить здесь, да, спросите? Мужчина будет освобождаться от лишнего влияния женщины, которая, может быть, где-то на него давит информацией или своими чарами. И, может быть, у этого мужчины будет просыпаться точно так же интуиция, как у женщины. У вас, кстати, могут наладиться отношения с родителями. Здесь это материнские карты. Если мужчина, у вас может наладиться с мамой отношения. Если вы женщина, тоже с мамой могут наладиться отношения. Ну и как минимум они могут не ухудшиться. То есть вы можете не попасть в ухудшение ситуации. Окей. Путь красоты явит вам женщина больше. И это женские энергии. Но я вам так скажу, если вы чувствовали, что все время на вас давили негативные родовые программы по-женски, вы выходите через идеальный шторм. Когда вы будете освобождаться от этих энергий, или от этой ведьмы, допустим, да, или от этой программы материнской, вас будет очень сильно колбасить. Вы будете болеть физически, болеть тело, болеть живот, сердце, душа вас будет трясти. Но только так вы сможете наладить свои частоты своего мира, потому что каждый мир вибрирует и светится на своей частоте. Есть такие вибрации высокочастотные, есть низкочастотные, среднечастотные. Вот вы будете переходить на другую частоту, и вы будете подниматься из глубины на поверхность. Видите, вверх вы стремитесь, вы начнете всплытие. Быстрым это всплытие делать не нужно, вам торопиться нельзя сейчас, резких движений делать нельзя, нужно это делать в потоке. И если вы будете всплывать быстро, то вас разорвет. Это кессонная болезнь называется. Это сосуды закипают, кровь закипает, да? Как в холодильнике. Ну, давайте смотреть дальше. Поэтому всплывайте медленно и не горячитесь, не кипятитесь, будьте спокойны. Идеальный шторм и хранитель Земли. Что самое важное вы сможете сберечь в ближайшее время в этом идеальном шторме? Вы сможете сохранить свое сердце, свою душу. И идеальный шторм и колесо фортуны готовят вас к встрече с родственной душой. Этот вопрос вы будете урегулировать. Смотрите, прям вода, вода, вода. Также вы сможете защитить родственную душу. Выбачаюсь. Так, родственную душу сможете защитить. И вы сможете сохранить то, что дорого вашему сердцу. Женских энергий здесь очень много, прям концентрация очень сильная. Я вам скажу, что здесь и мужская, и женская переплетается. Это мужская энергия, вот это все женские энергии. Поэтому в этой ситуации, как бы вам не было тяжело, чтобы не быть душою, не стать душою калекой, вы им не станете. И даже если вы потеряете что-то материальное, это будет откупом для сохранения целостности вашего сердца и вашей души, вашего мира. Потому что мир состоит не только из частиц, да, корпускулов, но и из волн. А ваши волны будут гармонично настраиваться на новые вибрации. И все лишнее будет струшено, как песок с бубна шамана.
а все самое чистое, сокровенное и необходимое для строительства нового мира останется, ибо у вас будет ровно столько глины и столько воды, чтобы замешать новую взвесь для рождения и вылепливания нового мира, сколько вам необходимо по-настоящему. Если этого будет немного, то этого будет достаточно. А если этого будет много, то все лишнее будет струшено, как пыль с бубна шамана. Давайте посмотрим, как видят высшие силы и духи вашу ситуацию в конечном итоге. Вы оставите позади свою зону комфорта и оставите за спиной все ненужные вибрации. Мужчина может уйти, а вы можете оставить мужчину для того, чтобы как минимум почувствовать, как в тишине и покое бьется ваше сердце без нее или без него в новом мире, где вам будет хватать всего, чтобы начать все сначала. Мира вам и вашим мирам. Берегите себя, любите себя и свои миры. И помните, что для того, чтобы начать что-то новое, всегда достаточно сохранить капельку любви в своєму серці. Світла вам та вашому всесвітові. Бережіть себе та кохайте себе. А світи, які оточують вас, допомагайте силам світла нищити сили темряви і використовуйте кожний день як шанс, щоб протиснутись в вугільне вушко. Лишайтесь на зв'язку. До зустрічі, па-па.